Здравствуйте, друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович. Я автор и ведущая этого канала. Я занимаюсь ведической астрологией. И сегодня тема, на самом деле, с которой я, возможно, опоздала с точки зрения того, сколько уже существует мой канал. И только сейчас я записываю это видео, потому что Сады Сати — это такая тема ведической астрологии, вокруг которой ходит много мифов, вокруг которой ходит много споров, и астрологи, я так даже пролистала, очень часто записывают видео про Сады Сати достаточно быстро в первые годы запуска своего канала. И у меня только недавно опять попросили записать видео про Сады Сати. Ну и что ж, видимо, мнение каждого — это мнение каждого, видение каждого — это видение каждого. Поэтому сегодня в этом видео я поделюсь с вами своим видением, что же такое Сады Сати, кому стоит бояться, кому не стоит бояться, какие перемены он несет, и вообще настолько ли это ужасный период, ждать ли людям, которые ожидают Сады Сати, которые находятся в начале, или у которых скоро вот-вот начнется Сады Сати, ждать ли им каких-то ужасных событий в своей жизни, может быть, жизнь разрушится, или наоборот будут какие-то большие шансы, успехи, удачи и так далее. Давайте поговорим с разных точек зрения, и это видео, оно такого больше философского, может быть, характера, конечно, и образовательного тоже. Скорее всего, оно будет достаточно длительным, возможно, около получаса. Я пока еще не знаю, только сажусь, начинаю его записывать. Заваривайте себе чаек и приступайте к просмотру. Значит, у нас будут слайды для наглядности, чтобы вы понимали, о чем вообще у нас речь. И что вообще такое Сады Сати? Сады Сати — это примерно 7,5 лет транзита Сатурна по натальной Луне. Что такое транзит Сатурна по натальной Луне? Есть гороскоп, с которым мы рождаемся. Это точное место, время рождения, в котором мы родились, и с этой точки зрения фиксируется определенное положение планет на небе, которое является неизменным в течение нашей жизни. И есть мир же продолжает существовать, планеты продолжают двигаться, то есть они постоянно меняют свое положение. И относительно вот этого нашего гороскопа, с которым мы родились, можно сказать, что они там движутся по кругу. И вот это вот движение относительно нашего гороскопа по кругу, относительно нашего гороскопа, это и есть транзиты планет. То есть, допустим, вы родились с Луной в первом доме гороскопа, как в этом примере, а Сатурн, например, у вас находится в 8-м доме гороскопа, в гороскопе рождения. И вот после того, как вы родились, Сатурн пошел дальше, и после того, как вы родились, он будет идти, и в какой-то момент он достигнет вашего натального положения Луны, то есть он придет сначала в 12-й дом гороскопа, то есть он будет идти отсюда, идет, дойдет в 12-й дом гороскопа, потом в 1-й дом гороскопа, потом во 2-й дом гороскопа от Луны. И вот этот вот транзит 3 дома от натальной Луны, предыдущий дом натальной Луны и следующий дом после натальной Луны, это и есть период, который называется в ведической астрологии Сады Сати. По факту, многие люди говорят о том, что Сады Сати начинается, когда Сатурн входит в предыдущий от Луны дом. То есть, если мы берем лунных овнов, у которых сейчас Сады Сати начался в 2025 году, потому что Сатурн зашел в знак зодиака Рыбы, то можно сказать, что в ближайшие 7,5 лет у всех овнов в таком случае одинаково в один день наступит Сады Сати. Но это немного неправильный расчет. Все-таки мы должны учитывать, что, например, может быть овен, у которого, вернее, человек, у которого Луна в Овне находится, допустим, в 29 градусах знака зодиака Овен, и получается, что когда Сатурн находится только в первых градусах Рыб, он не будет оказывать такого влияния. Поэтому есть специальная система расчета для того, чтобы определить точное время начала и окончания Сады Сати, этапов Сады Сати. Эти этапы Сады Сати, когда они начинаются, когда они заканчиваются, есть расчет в астрологических программах, в Ведик Хора программа, ссылка на которую я постоянно с вами делюсь в комментариях под видео. Там тоже есть блок транзиты, ну правда это платная подписка, именно блок транзита, это в платной подписке, там можно рассчитать
свой садхасати, когда у вас садхасати начинается, заканчивается, и человек в среднем за свою жизнь проживает около 3 садхасати. Потому что период прохождения Сатурна по кругу составляет около 30 лет. Ну и в сумме, то есть если мы возьмем 30, 30, 30, 90, да, мало кто доживает до 90, 100, 110, 120 лет и так далее. 4 садхасати это уже очень редкое явление. То есть это 4 раза должен Сатурн пройти по кругу и пройти по натальной Луне. И, значит, вы можете, если у вас есть платная подписка, вы можете посмотреть, когда у вас начало окончания садхасати. Если очень интересно, я не обещаю, что вы всем очень быстро отвечу. Если будет очень много комментариев, то, конечно, очень быстро я не смогу ответить, но у меня есть платная подписка. Вы можете писать в комментариях дату, точное время и место своего рождения, и я отвечу вам, когда у вас начало окончания садхасати. В принципе, если вы знаете только примерное время, тоже можете писать, потому что плюс-минус там будет разница в несколько дней, это не критично. Но в целом все равно, то есть все люди, которые родились с Луной в Овне, они не в один день должны испытать результаты, которые принесет садхасати. И почему считается, что садхасати это очень тяжелый период, очень тяжелый, который приносит страдания, который приносит испытания? У этого утверждения есть несколько причин. Ну, вернее, самая главная причина на самом деле это всего одна, потому что Луна это наша психика. И наша психика испытывает влияние сильнейшей планеты, которая отвечает за ответственность, дисциплину и ограничения, страхи, с планету старости, планету болезней, планету наказания, планету кармы. И поэтому, по сути, это может быть действительно весьма чувствительно. Но есть еще одна очень важная причина, почему садхасати может вызывать такой вот психологический отклик у человека. Луна не только наша психика, но в абстрактном гороскопе, вселенском гороскопе, который у нас начинается от Овна, Луна управляет 4-м домом внутреннего счастья, и это все наше личное. Это наш дом, это то место, где мы живем, наша малая родина, те вещи, к которым мы привязаны, те вещи, которые составляют основу нашей психологической безопасности, основу нашего психологического комфорта, то есть то, без чего мы, по сути, не можем существовать. И я не говорю про еду, я не говорю про одежду, например. У каждого человека на самом деле уровень психологической безопасности и те вещи, которые составляют основу психологической безопасности, они разные. И что для человека важно, что для человека существенно, это зависит от положения его Луны в гороскопе, в доме и знаке. И, допустим, когда ко мне приходят люди на консультацию по совместимости, я всегда акцентирую внимание на том, где у партнеров находится Луна, в каком доме и знаке, потому что долби, допустим, против положения Луны, и ты с этим человеком больше никогда не найдешь общего языка. То есть, если человек целенаправленно делает что-то, что лишает другого человека психологического комфорта, то таким образом он лишает его вообще, в принципе, покоя в жизни, спокойствия в жизни, и там ни любовь, ни привязанность, уже ничего не будет иметь значения, потому что нарушена основа. Психика — это основа нашего существования. Мы, собственно говоря, люди, потому что мы умеем думать, мыслить, чувствовать, мы умеем ощущать, и психика наша — это очень чувствительная точка в целом нашей жизни и в гороскопе в том числе. Сатурн же управляет 10-м домом гороскопа, ну, он ради справедливости скажем, что управляет и 11-м домом гороскопа, но, собственно говоря, Сатурн управляет домом напротив дома Луны. А дом напротив дома Луны — это наше общественное, это наш долг, когда мы приобретаем какой-то статус, когда мы занимаемся общественной деятельностью, когда мы строим карьеру. По сути, наша жизнь, можно сказать, разделена на две очень важных части: дом и работа.
И вот Луна — это дом, Сатурн — это работа. И на самом деле, как бы ни было комфортно, как бы нам не хотелось находиться в дома, в тепленькой постельке, лежать на кровати, смотреть сериалы, читать книги, вязать, мастерить или еще что-то делать, играть в игры, наша жизнь устроена таким образом, что нам приходится заниматься какими-то общественными социальными делами, ходить на работу, выступать в каких-то ролях, брать на себя ответственность. И как ни парадоксально, по подсчетам ученых, ну и в принципе, я думаю, что каждый это ощущает по себе, среднестатистический человек, то есть я имею в виду не то, что там человек какой-то плохой, а именно тот человек, который работает так же, как и другой, допустим, среднестатистический человек, если взять, на работе проводит большую часть своего времени. И представьте, что вот эта вот общественная нагрузка начинает на нас давить с еще большей силой. Поэтому садхасати может ощущаться как давление чувства долга, ответственности, повышенной ответственности, необходимости ее хочешь не хочешь брать на себя. И, собственно говоря, с этим мы будем разбираться, насколько это все вообще прогнозируемо, насколько это все переносимо психологически и насколько это все общо у всех, либо индивидуально. Давайте теперь посмотрим, опять же, с точки зрения вселенского гороскопа, вот этого универсального гороскопа от Овна. Почему и как вообще можно объяснить процессы, которые происходят в садхасати? По сути, возьмем условно, что гороскоп у нас от Овна, и Сатурн у нас управляет 10-м и 11-м домом гороскопа. 10-й дом гороскопа — это наша общественная деятельность, и 11-й дом гороскопа — это наши достижения в общественной деятельности. По сути, мы все стремимся к какому-то статусу, мы все получаем какие-то статусы в этой жизни. Кто-то пошел в школу, стал учеником, кто-то поступил в институт, стал тоже учеником, студентом, кто-то пошел на работу, стал сотрудником, кто-то родил ребенка, стал мамой, кто-то, у кого-то родился внук, он стал бабушкой, дедушкой и так далее, и так далее. То есть это все наши социальные роли. И Сатурн управляет домом наших социальных ролей. И также он управляет домом, который у нас отвечает за эффективность нашу в этих социальных ролях. 11-й дом гороскопа — это дом наших достижений и наград. По сути, насколько хорошо мы справляемся с этими социальными ролями. И по сути можно сказать, что вот этот транзит Сатурна до момента вхождения в дом от Луны, если мы берем универсальный гороскоп, это наш завершенный какой-то жизненный этап, завершенный какой-то круг. То есть, условно говоря, мы возьмем родителя, у которого родился ребенок, например, там на первоначальном этапе где-то вот, когда Сатурн, допустим, шел по 2-му дому гороскопа. И Сатурн шел, ребенок рос, ребенка успешно отправили в школу, человеку дали награду, грамоту за то, что он хорошо воспитывает своего ребенка. И все. И Сатурн вышел в 12-й дом гороскопа. И что означает Сатурн в 12-м доме гороскопа? Эта роль закончилась. Какая-то роль в жизни человека заканчивается с моментом выхода Сатурна в 12-й дом гороскопа. Как будто бы вот проверка на какую-то социальную роль прошла, и в зависимости от того, как хорошо мы ее играли, эту социальную роль, мы получили какие-то определенные плоды, мы получили определенную карму. Сатурн — это планета кармы, он дает по заслугам. То есть Сатурн, в принципе, просто так ничего не раздает. Если ты хочешь какие-то блага, пожалуйста, трудись. Если ты хочешь наказание, пожалуйста, будь еще каким-то вот образом себя веди, и будет наказание тебе. То есть Сатурн, в принципе, считается, что Сатурн — это такой раздатчик кармы, который воздает каждому по заслугам. И любимое поведение, которое мы должны соблюдать у Сатурна, это наше смирение, дисциплина, труд и ответственность. Вот это вот положение Сатурна в 11-м доме гороскопа, он управляет 10-м домом и 11-м домом гороскопа. Положение Сатурна в 11-м доме гороскопа — это, по сути, вот наше прохождение
дошли, справились на отлично, получили какие-то результаты. Все, Сатурн вышел, эта роль закончилась. И получается, по сути, что человек как будто бы с первым этапом садхасати может ощущать некоторую потерянность. Некоторую потерянность, как будто бы что-то действительно закончилось, наступил какой-то новый жизненный этап, и, возможно, человек будет готовиться к новой роли, либо он остался в промежутке между ролями и не понимает, это закончилось, нового еще нету. И с этого периода начинается выстраивание новой жизни. Теперь давайте говорить о том, как проходят 3 этапа садхасати. То есть это мое такое понимание, видение, как я вижу начало садхасати и почему так происходит. Теперь давайте говорить о том, чем отличается каждый этап садхасати, и с примерами мы тоже разберемся. Значит, первый этап садхасати, когда Сатурн заходит в 12-й дом гороскопа от Луны. Как я уже сказала, что Сатурн может давать некоторую потерю в нашей жизни именно с точки зрения социальной роли. То есть потеря может быть любая. Работу оставили, эмигрировали, ребенок повзрослел, развелись, женились наоборот, и появилась новая ответственность, семья появилась, завели питомца домашнего, переехала пожилая бабушка к вам жить, неважно. В любом случае вы понимаете, что у вас наступает какая-то новая игра, новая ответственность, новая роль, с которой вы не знаете, как быть, потому что она для вас непривычна. И, возможно, эта роль даже в какой-то степени навязана, либо, возможно, эта роль в какой-то степени вынужденная, либо, возможно, эта роль в какой-то степени для вас неожиданная. То есть чаще всего человек может быть не готов к тому, что к нему приходит. Это не всегда плохо, это не всегда какие-то ошеломительные, оглушительные события, но жизнь как будто бы меняется. И значит, что происходит? За что у нас отвечает 12-й дом гороскопа, в который заходит Сатурн? 12-й дом — это сон, изоляция, уединение, это больницы, это дальние поездки, другие города, другие страны, это подсознание, наша фантазия, и Сатурн здесь контролирует. Любой дом гороскопа, в который у нас заходит Сатурн, это дом гороскопа, который становится домом на проработку на ближайшие 2,5 года. И поэтому может быть такое, что когда Сатурн в 12-м доме гороскопа, что человеку нужно налаживать режим сна и отдыха, и об этом же говорит аспект Сатурна на 6-й дом гороскопа, то есть меняется жизненный уклад, меняется режим, график работы, график жизни, график, возможно, питания, еще чего-то. Может такое быть. Дальше изоляция и уединение. И это тоже может быть, допустим, человек уходит на удаленную работу работать, либо человек переезжает, жил с родственниками, переезжает и живет без родственников, либо человек может чаще просто сам по себе желать находиться в одиночестве. Следующее, что у нас есть, это подсознание и творчество в том числе, и такие вот вещи, которые неощутимы и которые нельзя пощупать. Собственно говоря, в подсознании тоже могут происходить какие-то процессы, когда мы начинаем очень активно, очень интенсивно размышлять, что нам делать дальше. Потому что когда человек теряет какую-то социальную роль или какую-то социальную роль приобретает, у него в голове может начинать завариваться такая каша, а что делать? И дальние поездки. Дальние поездки могут быть вынужденными, либо дальние поездки по необходимости. То есть человек может, допустим, поступить в институт и ездить из дома в институт каждый день каким-то маршрутом сложным, либо человек может ездить в поездки, потому что, например, его нужно возить ребенка куда-то далеко, допустим. Или же это спортсмен, который будет ездить на соревнования, у него будет тяжелый график и так далее, и так далее. То есть Сатурн в 12-м доме гороскопа не дает особо расслабиться с точки зрения поездок. Он может заставлять человека перемещаться, либо может закрыть
возможность выезда просто так. То есть сложно оформить визу, сложно выехать из государства, сложно еще по каким-то причинам. Либо, например, человек устраивается в закрытую организацию работы, в больницу, в санаторий, в пансионат, в дом престарелых и так далее. Дом престарелых — это очень тема такая для садосати, вообще потрясающая. Значит, это первое, что ощущается. Следующее, что ощущается, это второй дом гороскопа. Второй дом гороскопа у нас отвечает за речь, за питание, за уровень энергии, деньги, родительскую семью. Когда у человека наступает первый этап садосати, человек может интенсивно начать работать над финансовым вопросом. И почему интенсивно он может начать над финансовым вопросом работать? Потому что сюда у нас падает третий аспект Сатурна, который отвечает за собственные усилия. Поэтому энергия Сатурна направлена на то, чтобы заработать денег, может быть, на то, чтобы создать семью у кого-то, на то, чтобы ресурсы свои сберечь, пересчитать, проконтролировать. Такое ощущение вот часто, когда у человека наступает первый этап садосати, когда человек как будто бы к чему-то готовится. Знаете, вот говорят, не знаю, к чему вы готовитесь, но вы определенно уже готовы. Вот когда человек выходит из 2,5 лет вот этого первого этапа, скорее всего, он уже определенно к чему-то готов. Что я заметила в садосати, что бывает? Люди могут отказываться от вредных привычек. В любом случае, когда Сатурн заходит в 12-й дом гороскопа, он может давать интерес и любопытство попробовать, но люди, как правило, сами добровольно, вот особенно те, кто употреблял, допустим, алкоголь, сигареты, еще что-то, они могут отказываться от вредных привычек. Во-первых, человек считает деньги. Человек начинает очень сильно считать деньги, скорее всего, и человек в том числе определяет, что вот это полезно, это не полезно, это нужно, это не нужно. Как будто мы к чему-то готовимся, и нам нужно накопить какие-то ресурсы. Следующий аспект Сатурна, ну, естественно, тут без вопросов, это может быть работа с речью, изучение иностранных языков, возможно, зубы лечить, то есть все силы направлены на второй дом гороскопа. Я вам хочу сказать, что в моей семье 3 лунных козерога, и я лунный водолей, то есть у нас 3 лунных козерога, только у них закончился садосати, я нахожусь в 3-м этапе садосати, и у каждого в той или иной степени это проявлялось. Мой сын, когда у него начался первый этап садосати, он занялся изучением иностранного языка. Я в свой первый этап садосати поставила брекеты, занялась зубами. Естественно, я там тоже с деньгами, и у сына тоже были с деньгами вопросы. Он готовился к поступлению в другое государство, и он знал, что он переедет, он не может оставить там дома свои игрушки. Он продавал свои игрушки, собирал свои вот эти вот все там приставки, чтобы себе заработать денег на компьютер. То есть у каждого по-разному, но, собственно говоря, на первом этапе садосати человек может быть очень сильно прикладывать силы именно во второй дом гороскопа. Естественно, это может быть какое-то и отдаление от родителей, и, естественно, по аспекту Сатурна на второй дом гороскопа это могут быть и беды какие-то, и кризисы в родительской семье, безусловно. Я этого не отрицаю. Но человек прикладывает усилия в эту сферу, возможно, помогает кому-то в семье, возможно, становится ответственным, берет на себя в этой семье какую-то роль. Но фокус Сатурна направлен на второй дом гороскопа. Следующий 7-й аспект Сатурна — это 6-й дом гороскопа. Как я уже сказала, это режим жизненный, график, это враги, долги, болезни, наш 6-й дом гороскопа, поэтому, возможно, какая-то необходимость обследований медицинских, изменения в работе, либо поиск работы, либо смена работы, и все, что связано с налаживанием нашего жизненного уклада. В какой-то степени, опять же, вот это положение Сатурна, что в 6-м, что в 12-м доме гороскопа, это положение служения другим людям. Мы в этот период можем ощущать, что мы становимся как будто бы
Ну, я не могу сказать, что рабами, но как будто бы наш статус социальный понижается. В некоторых случаях может быть такое, что наш статус как будто бы понижается, и мы чувствуем себя... Вот чувствуется какая-то такая история, что нам нужно что-то сделать, чтобы это изменить, чтобы это исправить. Некоторые люди могут ощущать, что их ни во что не ставят, допустим, либо их профессионализм нужно свой доказывать, вот что-то в таком роде. Может быть отдаление, проверка на домашних животных, то есть, например, когда у вас появляется ребенок, и у вас есть домашнее животное, и вы можете стоять перед выбором, оставить домашнее животное дома, например, у ребенка там аллергия или еще что-то, или же расстаться с домашним животным. Такая проверка от Сатурна тоже может быть. Проверка от Сатурна на служение пожилым родственникам. И, естественно, Сатурн, аспект на 6-й дом гороскопа, может давать желание разобраться с долгами, с кредитами, то есть если есть ипотеки, погасить ипотеки, хотя кто-то может и наоборот, естественно, потому что будет у человека желание разобраться с финансовой ситуацией, кто-то может наоборот ипотеку какую-то брать тоже. Но это не то, что любит Сатурн. Сатурн любит терпение, дисциплину и накапливание. Да? Вот он, 10-й дом гороскопа, 11-й дом гороскопа. Контролировать свои ресурсы, контролировать свои доходы и не влазить в такие истории, потому что считается, что долги — это не очень хорошая карма. Ну и враги, естественно. Что касается врагов, то здесь у нас очень интересная история, потому что аспект Сатурна 7 на 6 дом гороскопа и аспект Сатурна 10 на 9 дом гороскопа. И вот эти два гороскопа, и вот эти два дома гороскопа, 6 и 9 дома гороскопа, они у нас очень взаимосвязаны на самом деле, потому что 9 дом — это дом власти, и 6 дом гороскопа — это, по сути, дом судов и наказания. И если человек вступает в свой саддхати, у него может меняться мировоззрение, безусловно, потому что Сатурн аспектирует 9 дом гороскопа. Кто-то, кстати, может идти в институт учиться, потому что тоже 9 дом — это дом высшего образования. Но если человек в своем первом этапе саддхати оказывается в обществе, где происходят какие-то острые социальные моменты, то самое главное такому человеку не вмешиваться, потому что может быть такое, что очень сильно задевает все, очень сильно хочется во что-то ввязаться. Аспект Сатурна на 9 дом гороскопа, если человек не соблюдает законы, в первом периоде саддхати, в первом этапе саддхати очень серьезно может вызывать проблемы с законом. И, в принципе, транзит Сатурна по 12 дому гороскопа — это транзит Сатурна, который может давать такие: не убежишь, не спрячешься, не скроешься. Поэтому аспект Сатурна на 9 дом гороскопа говорит о том, что с законом шутить в этот период вообще нельзя. Нужно быть законопослушным, нужно соблюдать законы, чтить законы, изучать законы. И это тоже может быть необходимостью первого этапа саддхати. Изучать новые законы. 9 дом — дом законов. Ну и не только новое, в принципе, какой-то жизненный уклад, может быть, другие культуры. Но, собственно говоря, может быть еще повышено такое большое количество взаимодействия с органами государственной власти, со всякими исполнительными комитетами, тоже судами, адвокатами, нотариусами, какими-то такими людьми. Это вот все может быть по аспекту Сатурна на 9 дом гороскопа. Может быть такой конфликт с руководителем. То есть, опять же, все вышестоящие — это люди, к которым у нас может появиться охлаждение, либо у них к нам может появиться охлаждение, и нам с ними может быть сложно, дистанция какая-то. Опять повторюсь, у каждого может быть все очень индивидуально, очень все зависит от положения Луны, от дома, от знака и от восходящего знака, под которым вы родились. Но в целом примерно так. Примерно так. Первый этап саддхати, я бы сказала, что он может быть такой, что вы как будто бы вас окунули куда-то, вы не привыкли к такому.
а потом просто наступает этап привыкания. Собственно говоря, человек уже на этом этапе разобрался, какую дальше социальную роль ему играть, что от него требуется, и наступает второй этап садесати. На втором этапе садесати Сатурн идет по Луне, это самая чувствительная у нас точка, и на нас, как будто бы, представьте, нам на плечи присел еще один человек, и мы за себя и за того парня, он у нас на плечах. Я тут, собственно говоря, так и нарисовала Сатурн над Луной, потому что Сатурн как бы давит какой-то ответственностью, он давит каким-то чувством долга. И, собственно говоря, первый дом гороскопа — это наше здоровье, общее благополучие и сила личности. И, по сути, если мы в этом этапе, когда у нас Сатурн шел по 12-му дому гороскопа, не разобрались со своими привычками, не разобрались со своими деньгами, не разобрались со своей энергией, с графиком, не настроили свою жизнь, не наладили, не перестроили под новые обстоятельства, которые в нашей жизни открываются, а у нас будет 2,5 года на то, чтобы сделать эту перестройку, то есть заняться финансовым вопросом, избавиться от вредных привычек, избавиться от долгов, накопить, возможно, какие-то средства, отложить, потом разобраться, куда уходит энергия, может быть, там какие-то развлечения убираются из жизни человека. И шестой дом гороскопа тоже заняться своим здоровьем, чтобы все было в порядке, чтобы тело, в принципе, соответствовало тому уровню нагрузки, которая начинается. И значит, вот если мы здесь не разобрались, то тогда вот здесь начнутся проблемы, потому что Сатурн заходит в зону, которая у нас отвечает за тело. И, собственно говоря, Сатурн, транзит Сатурна по первому дому гороскопа, он и может давать перемены в здоровье, перемены во внешности, перемены в психологическом настрое, то есть это могут быть вопросы с психикой, депрессией, это могут быть плаксивость, слезливость. Сатурн, в принципе, он такой, он как планета страха. И он может давать в некоторых случаях такое оцепенение. Вроде надо что-то делать, а я не могу решиться, не могу начать, не могу. Лень тоже, пассивность, когда Сатурн в первом доме гороскопа. Такое тоже может присутствовать. Но, собственно говоря, все зависит от того, как был пройден этап, в том числе, то есть насколько человек был готов, подготовлен, насколько человек разобрался со своим здоровьем, насколько человек разобрался с теми проблемами, которые появились на первом этапе. Третий аспект Сатурна у нас на третий дом гороскопа, в общем-то. И это соответствует, третий аспект и третий дом гороскопа — это собственные усилия. Собственные усилия, друзья, окружение, бумаги, документы какие-то, короткие перемещения, борьба. И, соответственно, усилия человека направлены уже на то, что предыдущие 2,5 года мы как бы там, а что происходит, да, а сейчас, ну хорошо, значит, будем сражаться. И на самом деле вот эти вот 2,5 года второго этапа садесати — это, на мой взгляд, самое продуктивное время. Самое продуктивное время и одно из самых продуктивных времен вообще может быть в жизни каждого человека, потому что вот этот вот фокус на собственные усилия. То есть вроде как уже там после того, как ты вынырнул, тебя окунули, ты вынырнул, ты огляделся и уже начал понимать, куда плыть, куда грести. Значит, что может меняться? Меняться может круг общения, могут меняться друзья, могут приобретаться какие-то друзья. Человек может быть очень серьезно направлен на то, чтобы оформить все различные бумаги, документы, может быть и короткие перемещения, конечно. И вот работа над социальными связями, то есть вроде как у меня уже новая роль, и в этой новой роли у меня появляется, я обрастаю социальными связями. То есть, допустим, мамочка родила ребенка, 2,5 года ребенку прошло в первом этапе садесати, и вот 2,5 года, ребенку уже почти 3 года, мама сидела в декрете, выходит из декрета и начинает обрастать новыми социальными связями. Вот этот аспект на третий дом гороскопа. И, собственно говоря, аспект Сатурна на 7-й дом гороскопа. Точно так же новые социальные связи. Но это не социальные связи, это партнерство. Поэтому период второго этапа может давать перемены
в партнерстве, в личной жизни, смену команды, либо вхождение в какую-то команду, обретение какой-то команды, возможно, единомышленников, возможно, например, две мамы, которые помогают друг другу присматривать за детьми, или два друга, которые, например, открывают бизнес. То есть здесь могут появляться какие-то уже такие партнеры в этой жизни, потому что в предыдущем этапе может быть такой немножко потеря социальных ролей, потеря социальных ориентиров. Следующий аспект Сатурна на 10-й дом гороскопа. И здесь уже человек на втором этапе садесати начинает показывать себя, что я профессионал, я в этой роли очень даже неплох. И он начинает выстраивать. И на самом деле за эти 2,5 года человек может добиться очень даже значительных высот, выстроить все очень даже хорошо. И, собственно говоря, здесь могут быть карьерные какие-то достижения, карьерные прорывы, здесь могут быть получение высоких статусов, гражданства, еще какие-то статусы. То есть здесь самые главные фокусы, если Сатурн аспектирует 3-й дом гороскопа, 10-й дом гороскопа, это социальные связи и реализация общественная. По сути, можно сказать, что этот этап, конечно, может давать нам такой слом по здоровью, потому что человек и в предыдущем периоде, если плохо подготовился, в этом периоде он может очень много пахать, очень много стремиться к тому, чтобы что-то доказать себе либо другим, и это может очень сильно давить на человека и на психику, и на здоровье. И следующий этап, последний, собственно говоря, этап садесати, который снова опускает человека в кипяток. Сатурн заходит во второй дом от Луны, и этот второй дом гороскопа у нас второй раз, получается, испытывает влияние Сатурна. То есть сначала Сатурн шел по 12 дому от Луны и аспектировал второй дом гороскопа, а теперь он зашел непосредственно во второй дом гороскопа, который отвечает за ресурсы, за речь, питание, уровень энергии, деньги, родительскую семью. Это еще один этап, на котором могут происходить различные, чаще всего, вот на первом, на третьем этапе чаще всего могут происходить различные события неприятные в родительской семье, то есть может быть потеря кого-то из родственников. Но это очень сразу вам скажу, что чаще всего можно сказать, что так совпало. То есть я на самом деле призываю вас не бояться и не думать о том, что вот это обязательно должно случиться, потому что я такие вещи чаще всего и слышу, что вот садесати, это там уходят родственники. Но по факту это может быть отдаление от родительской семьи, этап взросления, когда вы отдаляетесь, и, допустим, студент уезжать в другой город или что-нибудь в таком роде. Но также это и работа над вторым домом гороскопа. Опять, куда заходит Сатурн, там работа. Куда Сатурн дает аспект, там работа. И, значит, над чем работает Сатурн у нас во втором доме гороскопа? Опять над речью, над уровнем энергии, над питанием, то есть, возможно, витамины пить, возможно, языки изучать, возможно, деньги зарабатывать, но денег может стать резко мало. Денег может стать резко мало. И при этом может быть самый разнообразный опыт на самом деле. Опыт, если вы плохо ели, допустим, какой-то продукт не ели, у вас может появиться любопытство и интерес, и вы начинаете этот продукт есть, пробовать. Если вы, допустим, никогда не пробовали вообще чего-то изысканного, у вас может появиться такая необходимость или такое желание. То есть могут очень сильно меняться пищевые привычки и привычки зависимости. На этом этапе люди тоже, то есть если в первом этапе человек мог отказываться, потом на втором этапе, ну ладно, и возвращаться, допустим, постепенно к своим вредным привычкам, на третьем этапе человек может опять: нет, все-таки нужно избавляться. Либо если человек на первом этапе пробовал, на третьем этапе он может отказываться. То есть трансформация с вредными привычками здесь очень серьезно происходит на этапах садесати. И здесь точно так же человек может раз и бросить пить, раз и бросить курить, раз и бросить переедать или что-нибудь в этом роде. То есть транзит Сатурна по второму дому гороскопа, он в любом случае либо снижать количество употребляемого чего-то,
он в любом случае будет давать фокус на это, на то, что а немного ли тебе. Ну и, естественно, человек может опять озаботиться деньгами. Либо деньги, количество денег снижается, либо человек понимает, что недостаточно, все равно недостаточно, нужно опять что-то делать, опять что-то придумывать. Либо же может быть такое, что просто человек уже на что-то наметил, какую-то цель. А наметить человек может цель, в том числе связанную с 4-м домом гороскопа, потому что сюда у нас направлены собственные усилия. Собственные усилия у нас это 3-й аспект, да, это борьба, это все наши силы направлены на то, чтобы что-то поменять в 4-м доме гороскопа. И 4-й дом гороскопа у нас это место жительства, недвижимость, транспорт, родина, музыка, психология, ощущение внутреннего счастья и школы какие-нибудь, допустим, все вот в таком роде. И получается, что человек может задуматься о том, чтобы приобрести, допустим, вот как пример с рождением маленького ребенка. И у человека появляется мысль о том, что ребенок растет, нужно расширяться, либо о том, что автомобиль нужно купить, потому что муж с женой ездят, раньше ездили одним маршрутом, теперь ездят разными маршрутами. И человек может фокус направлять на 4-й дом гороскопа. Либо психика расшаталась, и нужно с психологом поработать, либо у человека очень сильно есть примеры у меня, допустим, которые люди музыкой увлекаются тоже на этом этапе садесати, начинают музыкой увлекаться. В общем, мы направляем свои усилия. Или мы учились и хотим открыть свою школу, к примеру. И это все может быть усилиями вашими на 3-м этапе садесати. Аспект Сатурна на 8-й дом гороскопа, конечно, дает указание на то, что этот этап садесати может быть одним из самых кризисных, потому что аспект на 8-й дом гороскопа — это оппозиция, это всегда противоречие, это всегда противовес, и поэтому аспект Сатурна на 8-й дом гороскопа может быть немного, может делать вот этот этап садесати более кризисным. Но тоже, опять, не всегда. Но в этот период могут появляться тайны, в этот период могут разрешаться какие-то сложные дела, либо в этот период могут быть ситуации, когда все висит на волоске, когда вот это вот давление Сатурна может вас вводить в ступор, и вы не можете знать, как поступить в той или иной ситуации. И, значит, этот дом, 8-й дом гороскопа, он в том числе связан с чужими деньгами. Поэтому, в принципе, могут быть и вопросы такие, что либо вы должны кого-то поддерживать, либо вы будете ожидать помощи финансовой от других людей. Ну и, собственно говоря, поэтому в этот период тоже могут быть какие-то в семье потери и наследство какое-то может быть у человека, либо борьба за наследство, если это случается в садесати, потому что Сатурн смотрит на 8-й дом гороскопа, это как бы ограничение, либо там сложно получить, сложно какие-то вещи получить. И последний аспект Сатурна — это 11-й дом гороскопа, который, собственно говоря, нам обрезает крылышки на последнем этапе, потому что 11-й дом — это дом достижений. Несмотря на то, что Сатурн смотрит на свой собственный 11-й дом гороскопа, он замедляет наши достижения. То есть можно сказать, что на этом этапе может быть обнуление того, что было достигнуто в предыдущие 5 лет. Работал над какой-то социальной ролью. Тут Сатурн зашел во 2-й дом гороскопа от Луны, аспектирует свой собственный 11-й дом гороскопа. И, в общем-то, вот эта вот вся общественная движуха обнуляется. То есть добивался чего-то, играл хорошо свою роль, и тут раз и говорят, недостаточно хорошо играл ты свою роль, можешь идти там, начинать все по кругу заново. То есть человек на этом этапе садесати тоже может чувствовать себя потерянным и тоже может чувствовать, что ему опять нужно перестраиваться, потому что предыдущие 5 лет могли быть не очень эффективными, либо в предыдущие 5 лет стратегия была выбрана неверная какая-то.
или же по каким-то другим причинам, что стратегию, тактику нужно менять, потому что Сатурн аспектирует 11-й дом гороскопа, и вроде как вы что-то добились, но это все как будто бы нивелируется. И надо сказать, что следующий транзит Сатурна по 3-му дому от Луны, и это опять приложение собственных усилий, То есть, в принципе, получается так, что здесь, когда Сатурн прошел, и можно даже так сказать, что аннулировал наши какие-то достижения, мы опять включаемся в какую-то борьбу, и с аспектом Сатурна на 5-й дом гороскопа мы начинаем учиться. Потому что, как правило, человек, когда получает какую-то социальную роль, он ничего не умеет, и он к этой социальной роли может быть не подготовлен. И вот эти вот транзиты Сатурна по 12-му, 1-му и 2-му домам от Луны, они могут давать такой эффект, что нас окунули, а как в этом жить, как эту роль играть, мы не умеем, мы не были подготовлены, мы не учились, допустим, там, новую профессию, на должность человека назначили, или человек стал родителем, и он может оказаться не готов. И когда заканчивается 3-й этап садесати, человек может искать другой подход, то есть начинать учиться тому, что он делал в предыдущем этапе, и начинать учиться делать это более эффективно, грамотно, с каким-то подходом. Либо же вот аспект на 5-й дом гороскопа, если это был, допустим, рождение ребенка, ну, пора бы уже задуматься о втором ребенке. То есть, опять же, повторюсь, у каждого будут свои обстоятельства, и свои обстоятельства у каждого будут влиять на результат итоговый. Но в целом примерно вот так ощущаются 3 этапа садесати. Теперь я бы хотела сказать, что является улучшающим фактором, при котором садесати проходит легче, и что является ухудшающим фактором. Улучшающие факторы – это благоприятный период, который идет у вас по гороскопу Вимшота Ридаша. То есть, если у вас идет благоприятный Вимшота Ридаша, который обещает вам успех, то садесати вы можете практически не ощутить. Да, повысится уровень ответственности, но вместе с ним придет и результат, будут какие-то хорошие плоды, либо просто вы будете чувствовать, что в принципе что-то поменялось, но не очень критично. Если Сатурн идет по своим знакам, я могу сказать, что, опять же, вот 3 лунных козерога, у одного человека лунного козерога Луна в 8-м доме гороскопа, я лунный водолей, я могу сказать, что для всех 3 лунных козерогов и для лунного водолея садесати прошел достаточно мягко. Да, были изменения, да, были какие-то события в жизни, но депрессией никто не страдал, по здоровью никого не свалило. В принципе, можно сказать, что для всех это прошло достаточно хорошо. И в целом, для лунных козерогов я вижу, что в основном и для лунных водолеев, и в основном садесати, если нет каких-то отягчающих последствий, проходит более-менее, или если нету каких-то еще ужасных периодов, потому что я знаю одного лунного козерога, у которого еще Махадаша Сатурна, соединенного с Марсом, и там сложные периоды, сложно проходил садесати. Но, в общем-то, сложно, но и с достижениями. Улучшающий фактор – это управление хорошими домами Сатурном от Лагны и Луны. То есть мы, в принципе, в любом случае должны учитывать, что если, например, это лунный Скорпион, и у Скорпиона Сатурн управляет 3-м и 11-м домом гороскопа, и, например, Сатурн проходит по Луне в 5-м доме гороскопа, то, в принципе, мы не можем сказать, что садесати для этого Скорпиона будет очень тяжелым, потому что, в принципе, Сатурн управляет 3-м домом собственных усилий, 4-м домом внутреннего счастья, идет по 5-му дому, ну, нормально, я бы сказала так. Мы должны это учитывать. Если Сатурн управляет от Луны
допустим, и здесь он, получается, у нас управляет от Луны 11 домом гороскопа, ну и 12 домом гороскопа. В принципе, тоже более-менее, как хозяин 12 дома гороскопа по первому дому гороскопа, это, конечно, может быть немного сложно, но в целом, если так сложить в совокупности, это нормально. Вот если уже Сатурн там управляет, допустим, 8 домом гороскопа, идет по Луне, которая стоит в 12 доме гороскопа, то это тоже может быть сложнее, потому что сам по себе вот этот транзит Сатурна, управителя 8 дома гороскопа в 12 доме гороскопа, это даже в транзите формируется негативная комбинация, и випарит Раджа-йога сложная, и плюс еще Луна в 12 доме гороскопа, плюс Сатурн хозяин 8 дома, тогда, конечно, садасати будет тяжелым, достаточно. Аспект транзитного Юпитера на Луну и аспект Юпитера натального на Луну могут служить защитными факторами, когда проходит садасати, то есть Юпитер у нас может смягчать негативные последствия от транзита Сатурна. Ну и ухудшающие факторы — это неблагоприятная Махадаша, неблагоприятный период по Вимшота Ридаша, транзит Сатурна по знаку Овна и по знаку Льва. То есть если у вас Луна, допустим, в Тельце, то для вас первый этап садасати может быть, допустим, достаточно сложным. Если у вас Луна в Овне, то второй этап. Если у вас Луна в Рыбах, то третий этап для вас может быть достаточно сложным. И транзит Сатурна по знаку Льва тоже, я считаю, ухудшающим фактором. Ухудшающим фактором я бы еще назвала из своих личных наблюдений — это оппозиция Сатурна, возврат Сатурна в натальное положение. Вот это ухудшающий фактор. И я вообще, если честно, не понимаю, почему именно про возврат Сатурна, про оппозицию Сатурна практически никто никогда не говорит, о том, что это тоже очень сложные периоды. Про садасати много всегда говорят, и даже на консультацию ко мне часто приходят и говорят: вот я знаю, что у меня садасати, или я знаю, что у меня скоро начнется садасати, как его пережить? Это будет очень сложный период, наверное. Но про возврат Сатурна, про натальную вот эту вот оппозицию и про возврат в натальное положение почему-то никто не говорит. Никто не говорит о транзите Марса по Луне, хотя это тоже очень сложно. Он, конечно, не длительный, но тоже очень сложный период бывает в транзитах. Поэтому вот такие вот ухудшающие факторы, они могут ухудшать общее ощущение, либо событийность. И ухудшающие факторы — это управление Сатурном, дустханами, то есть 6, 8, 12 домом гороскопа от Лагны и Луны. А здесь пример гороскопа из книги доктора Рао «Садасати. Взвешенный подход». Это очень хорошая книга, в ней очень много примеров практических приведено. И я вот два гороскопа, таких два гороскопа выбрала, которые отображают, в принципе, общую картинку транзитов. Я бы не сказала, что это такой плод садасати. Вот здесь пример из книги Садасати, «Взвешенный подход» у женщины, которая на первом этапе садасати пережила смерть родителей, на втором этапе садасати у нее случилась депрессия. И, собственно говоря, это может подтверждать вот эту теорию того, что Сатурн на первом этапе может давать перемены в родительской семье, и на втором этапе перемены в теле. Но давайте посмотрим. Сатурн у нас управляет вторым домом, который отвечает за родительскую семью, и третьим домом гороскопа, который отвечает за собственные усилия. И, в общем-то, управитель второго дома гороскопа Сатурн шел по раху у нее и по знаку своего падения. Это, в общем-то, и так очень тяжело, даже без того, что здесь находится Луна, даже если бы Луна где-то была в другом положении, все равно это положение управителя, который отвечает за родительскую семью, в сложном для себя положении. Сатурн идет по знаку своего падения и транзитирует натальный раху. То есть здесь уже можно было бы предположить какие-то проблемы с родительской семьей, проблемы с питанием, проблемы с речью и так далее. И когда Сатурн зашел на натальную Луну, Сатурн, собственно говоря, как хозяин второго дома питания, зашел в 6-й дом лечения. И, в общем-то, этот транзит Сатурна неизбежно мог бы вызвать необходимость принимать какие-то лекарства, принимать какие-то препараты. Поэтому здесь даже без садасати, если бы не было Луны, а Луна бы находилась в каком-то другом доме гороскопа, можно было бы предположить такие события по транзиту Сатурна. И, собственно говоря, еще один пример тоже про садасати.
который, в принципе, тоже легко объясним. Изначально у этой женщины в шестом доме гороскопа находится Кету и Сатурн. Кету, соединение Кету и Сатурна — это очень коварное соединение, которое может давать грыжи, зажимы. Ну и, собственно говоря, Сатурн у нас отвечает за кости и находится с планетой Кету, которая скрывает, уменьшает, ну и в том числе способствует вот переломам соединения Кету и Сатурна. И Сатурн у нас еще, помимо всего прочего, под аспектом Марса, натальный Сатурн находится. И что значит у этой женщины из-за всего сады сати, двух сады сати, которые она прожила, не было никаких таких существенных, примечательных, негативных событий. То есть жизнь проходила достаточно ровно, каких-то негативных, ярких негативных моментов не было. За исключением того, что в первой саде сати на втором этапе она сломала руку, и во второй саде сати на втором этапе у нее был перелом лодыжки. Точно так же, аналогично, второй этап сады сати — это вот транзит Сатурна по 9 дому гороскопа, по натальной Луне. Отсюда Сатурн, как хозяин шестого дома болезней, аспектирует третий дом рук и аспектирует 10-й дом, который у нас отвечает в том числе вот за нижнюю часть, за голени. Здесь у нас ступни, здесь у нас голени в 11 доме гороскопа. То есть, в принципе, транзит Сатурна по 9 дому гороскопа может давать без даже участия Луны перелом рук, ключицы и травмы ног. В общем-то, это все, чем был примечателен первый и второй этап сады сати у этой женщины. Падение и перелом сначала руки, потом лодыжки. То есть, по сути, женщина прожила два этапа сады сати, которые считаются ужасными, которые считаются очень негативными, и при этом она... Все, что может вспомниться из этих ужасных периодов, это два перелома. И последний пример, который мы с вами посмотрим, это гороскоп Дональда Трампа, который прожил уже 3 периода сады сати. 3 периода сады сати, причем давайте обратим с вами внимание, что у него находится Луна в очень сложном положении, отвечающая за психику, она в знаке своего падения, она соединена с Кету, то есть она на оси Раху-Кету, и здесь у нас еще Солнце находится. Собственно говоря, спасает Луну то, что она находится в 4 доме гороскопа, но все равно. Луна еще у нас под аспектом Марса, то есть Луна у Дональда Трампа такая очень пораженная. И, в общем-то, можно было бы предположить, что для него сады сати может быть очень тяжелым. Помимо этого, Сатурн управляет еще здесь 6 домом гороскопа, Дустханой. И, значит, первый сады сати у Дональда Трампа был в 52-61 годах. Это было детство, развитие его индивидуальности. Его отдали в какой-то хороший детский садик, потом в школу. И, в общем-то, ничего примечательного из его биографии за эти годы я не нашла. Но третий этап сады сати выпал на период, когда Дональд Трамп был отправлен родителями в военную академию. То есть вот транзит Сатурна по 2 дому гороскопа от Луны, родительская семья. Дональд Трамп уехал из родительской семьи. Второй сады сати у Дональда Трампа был с 6 октября 1982 года по 15 декабря 1990 года. И на первом этапе сады сати Дональд Трамп купил команду по американскому футболу. Значит, первый этап сады сати — это у нас транзит Сатурна по знаку зодиака Весы, по знаку своей экзальтации. В транзите Сатурн, управитель 7 дома гороскопа, в 3 как раз и указывает на заключение сделки, связанной с командой. Это аспект Сатурна на 2 дом гороскопа от натальной Луны, который уменьшает количество денег. Но, собственно говоря, Дональд Трамп писал это, что это был такой очень серьезный риск для него, но он хотел состояться как бизнесмен, хотел что-то показать, что-то доказать, поэтому он это сделал. На втором этапе этого сады сати Дональд Трамп купил поместье Мар-а-Лаго. На втором этапе сады сати Дональд Трамп уже очень хорошо зарабатывал и смог купить поместье. На втором этапе сады сати у нас, мы помним, развивается карьера. Сатурн аспектирует 10 дом гороскопа. И, в общем-то, мы видим на 3 этапе сады сати,
что Дональд Трамп в этот период, возможно, вел не очень правильный образ жизни, и, возможно, вел не очень правильный бизнес и, возможно, не очень хорошо развивал свою социальную роль, потому что мы видим, что на третьем этапе садесати наступил финансовый кризис и умер отец. Ну, как бы смерть отца не относится, конечно, к тому, какую роль социальную играл Дональд Трамп, но, собственно говоря, Сатурн зашел во второй дом гороскопа от Луны, у Дональда Трампа наступил финансовый кризис, и, собственно, это дало ему пищу для размышления, что нужно что-то делать по-другому. Ну и смерть отца, третий этап садесати. Третий садесати, собственно говоря, у Дональда Трампа начался в 2011 году и продолжался до 2020 года на втором этапе садесати, когда Сатурн аспектирует 10-й дом гороскопа от Луны. Дональд Трамп стал президентом. Вот он добился этой социальной роли. То есть накануне, возможно, у него там очень серьезно эта идея где-то загорелась. И, пожалуйста, на втором этапе садесати он стал президентом. На третьем этапе садесати он еще продолжал быть президентом. И как только Сатурн зашел в Козерог, он проиграл, Дональд Трамп проиграл на выборах и, собственно говоря, потерял эту роль. Как я и говорила, потеря достижений может быть, если человек избирает неправильную тактику, если человек не стремится к вот этим ценностям Сатурна: терпение, дисциплина, служение в том числе. И, в общем-то, это тоже такая своеобразная проверка Сатурна на прочность, да, насколько мы готовы, насколько могут быть и бонусы, могут быть и какие-то плюшки от Сатурна, но насколько грамотно мы ими будем распоряжаться. У Дональда Трампа была определенная заносчивость, он делал очень много таких резких заявлений и каких-то вещей, которые отвернули от него, видимо, в тот момент избиратели, и как только Сатурн зашел в третий дом гороскопа, он потерпел поражение на выборах. То есть уже к моменту прохождения Сатурна, вот этого вот второго дома гороскопа, уже было понятно вот про эту потерю достижений, потому что Дональд Трамп терял голоса избирателей. И опять же, когда Сатурн зашел в Козерог, он проиграл на выборах, Дональд Трамп, и у него умерла мать. То есть мать умерла не в садесати, а мать умерла на возврате Сатурна. И, собственно говоря, поражение на выборах произошло тоже на возврате Сатурна. И в то же время, наверное, уже там были эти протесты, которые Дональд Трамп устроил, организовывал во время выборов, и судебные дела, которые на него были заведены. И вот возврат Сатурна — это гораздо более такая серьезная проверка на прочность, на мой взгляд, чем в садесати. Очень часто возврат Сатурна, особенно если человек не соблюдает закон, если он где-то косячит, если он где-то выступает против государства или еще какие-то темные дела делает, то в возврат Сатурна, вот эта вот оппозиция к натальному Сатурну, либо когда Сатурн идет по Сатурну, у человека очень часто происходят ситуации расплаты. Преступников очень часто арестовывают на возврате Сатурна, либо сажают в тюрьму. Поэтому возвраты Сатурна, они гораздо более сложные, на мой взгляд, даже иногда бывают, чем сам период садесати. Вот так, мои дорогие друзья. Я надеюсь, что это видео было вам интересным. Я, конечно, не надеюсь на то, что я открыл вам что-то новое, потому что у меня тут достаточно много искушенных уже таких любителей астрологии. Но все-таки меня просили, я поделилась своим видением. Тема действительно интересная, но к этой теме должен быть здравый, разумный подход. Не стоит демонизировать, не стоит пугаться и пугать. И, в общем-то, все индивидуально, как и везде, поэтому всегда нужно лучше всего изучить свой гороскоп и понимать в своем гороскопе, что хорошо и что плохо, что можно исправить, что нельзя исправить, с чем можно смириться, в какую сторону смотреть, где соломки подстелить. Это все мы должны смотреть через призму своего гороскопа, а не через теорию того, что садесати — это ужасный, пугающий период, который полностью нас разотрет в порошок. Все очень индивидуально.
И я вам желаю, чтобы ваш садосати, если он у вас только начался или он у вас еще впереди, чтобы он у вас проходил максимально мягко, и чтобы вам доставало мудрости и терпения проходить эти уроки с достоинством, и чтобы эти уроки были пройдены так, чтобы Сатурн вас потом вознаградил. Я благодарю вас за поддержку этого канала, за ваши лайки, комментарии, за вашу обратную связь про ваши садосати. И если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.